Казахстан медленно, но уверенно превращается в ключевого игрока на энергетической карте мира. Уран, нефть, газ. Эти ресурсы давно интересуют международные корпорации и государства, но в 2025 году ситуация выходит на новый уровень. Почему крупнейшие державы, от Китая до США, все чаще смотрят в сторону Астаны? Какие решения принимает правительство, чтобы занять нишу в мировом энергетическом переходе? И кто сегодня на самом деле контролирует стратегические ресурсы Казахстана? В этом видео мы разберем, как богатство казахской земли становится не просто экономическим активом, а геополитическим рычагом. И главное, почему от урана и нефти Казахстана может зависеть не только регион, но и глобальный энергетический баланс ближайших десятилетий. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить другие аналитические разборы и сюжеты про энергетику, геополитику и инвестиционные возможности. Впереди много интересного. Уран – стратегическое преимущество Казахстана. Казахстан уже не первый год занимает лидерство в глобальном урановом секторе. По данным Международного агентства по атомной энергии, на долю страны приходится более 40% мировых поставок природного урана. Причина проста. В республике сосредоточены уникальные месторождения, доступные для разработки и сравнительно дешевые в добыче благодаря технологии подземного выщелачивания. Но в 2025 году интерес к казахстанскому урану обострился. Мир переживает вторую волну атомной энергетики. На фоне климатического поворота, перехода к безуглеродной генерации и попыток снизить зависимость от нестабильных рынков нефти и газа, все больше стран объявляют о строительстве новых АЭС. Япония, Южная Корея, Индия, Франция, ОАЭ – все ищут стабильные поставки урана, и Казахстан становится естественным партнером. Национальная компания «Казатомпром» активно наращивает производство и одновременно подписывает долгосрочные соглашения с Западом и Азией. В этом году заключены важные контракты с Францией и Южной Кореей. И все это без громких политических заявлений, на уровне прагматичного экономического партнерства. Казахстан уверенно укрепляется как надежный поставщик ресурса, который может стать основой новой энергетики. Нефть – трансформация позиций на фоне мировой конкуренции. Нефтяной сектор остается основой бюджета Казахстана. Более 60% всей нефти страна экспортирует, в основном через систему трубопроводов и морские маршруты. Основные месторождения – Тенгиз, Кашаган и Карачаганак – играют ключевую роль не только в региональной, но и в мировой энергетике. Однако сегодня Казахстан не просто добывает нефть. Он модернизирует всю инфраструктуру, улучшая условия для инвесторов. Так, расширение мощностей тенгизского проекта на сумму свыше 40 миллиардов долларов – это крупнейшая энергетическая инвестиция в Центральной Азии. Участвуют в ней международные гиганты, включая Chevron и ExxonMobil. На фоне колебаний цен на мировом рынке Казахстан делает ставку на стабильность и прозрачность. Государство предлагает налоговые стимулы, упрощает регуляции и создает условия для долгосрочной уверенности инвесторов. Также ведутся активные переговоры по диверсификации маршрутов. Например, обсуждаются варианты расширения поставок нефти через Каспий в направлении Азербайджана и далее, на европейские рынки. Это создает более устойчивую структуру экспорта и снижает зависимость от одного направления. Новый вектор – переработка, экспорт и глобальная роль. Но просто быть поставщиком сырья уже недостаточно. Казахстан переходит к следующему этапу – созданию добавленной стоимости внутри страны. Начался запуск новых нефтеперерабатывающих и газохимических комплексов, в том числе в Атырауской и Мангистауской областях. Эти объекты позволят перерабатывать нефть и газ на месте, экспортируя уже готовую продукцию – дизель, полиэтилен, нефтехимические компоненты. Одновременно Казахстан рассматривает строительство собственного центра по обогащению урана. Это уже не просто добыча, это шаг в сторону полной энергетической цепочки. А такие шаги значительно усиливают геополитическое значение страны. Ведь теперь речь идет не только о сырье, но и об управлении технологией. Казахстанская энергетическая стратегия все чаще звучит на международных форумах. Правительство делает ставку на баланс, развивать добычу, усиливать переработку, строить устойчивую логистику и при этом сохранять нейтралитет. Это вызывает уважение у многих внешнеполитических игроков, от Турции до Евросоюза. Казахстан показывает, в 21 веке страна может быть не просто ресурсным донором, а полноправным участником энергетической архитектуры мира. Уран как главный козырь Казахстана. Мало кто за пределами экспертного сообщества осознает,
что Казахстан – это не просто крупный поставщик урана, а абсолютный лидер в мире по его добыче. На долю страны приходится более 40% мировой добычи. Компания «Казатомпром», флагман отрасли, уже давно вышла за рамки регионального значения и активно сотрудничает с крупнейшими игроками мировой энергетики. Среди партнеров – Франция, Китай, Южная Корея и даже США. Уран – это не только экспортный товар, но и важный элемент энергетической геополитики. Страны, которые зависят от мирного атома, остро нуждаются в стабильных поставках топлива, и Казахстан здесь предлагает идеальное сочетание политической стабильности и экономической прагматики. Более того, страна активно продвигает инициативы по переработке и хранению ядерных отходов, что усиливает ее влияние в сфере атомной энергетики. Таким образом, Казахстан все больше становится не просто сырьевым придатком, а стратегическим партнером для стран, стремящихся обеспечить энергетическую безопасность в условиях глобальной нестабильности. Развитие зеленой энергетики, ставка на будущее. Несмотря на колоссальные запасы нефти, газа и урана, Казахстан активно развивает альтернативную энергетику. Это не просто тренд для галочки. Речь идет о государственной стратегии. К 2030 году доля ВИЭ должна составить не менее 15% от общего энергобаланса. Уже сейчас в стране реализуются крупные солнечные и ветровые проекты в Жамбылской, Актюбинской и Алматинской областях. Особое внимание уделяется инвестициям. Благодаря новым законам и налоговым послаблениям в Казахстан заходят крупные зарубежные фонды и энергетические корпорации, видя в стране площадку с огромным потенциалом. На фоне растущего спроса на экологически чистую энергию в Европе и Азии Казахстан может стать экспортным хабом зеленой электроэнергии. Особенно интересен проект по экспорту зеленого водорода, над которым работают немецкие и южнокорейские компании. Таким образом, Казахстан выходит на новый уровень из экспортера ископаемого топлива в поставщика высокотехнологичной чистой энергии. Казахстан как энергетическая Швейцария, Евразии. Казахстан все чаще называют энергетическим нейтралитетом региона, своеобразной Швейцарией Евразии. Его уникальное положение между Востоком и Западом, наличие богатых ресурсов и стабильная дипломатия позволяют ему выступать в роли энергетического мостика. Благодаря этому Казахстан не просто экспортирует нефть, газ и уран. Он предлагает площадку для диалога между крупнейшими игроками энергетического рынка. Именно это делает страну важной фигурой на геополитической шахматной доске. Баланс между Востоком и Западом. Казахстан удерживает тонкий дипломатический баланс, одновременно развивая партнерство с Европейским Союзом, США, Китаем, Турцией и странами Персидского залива. В энергетической сфере это означает диверсификацию рынков и логистических маршрутов. Нефть уходит как в Китай, так и в Европу. Уран продается по глобальным контрактам. Страна активно инвестирует в развитие трубопроводной и железнодорожной инфраструктуры, чтобы не зависеть от одной транспортной артерии. Такой подход снижает риски и повышает устойчивость экономики. Сотрудничество с МАГАТЭ, зелеными фондами и энергетическими форумами. Казахстан активно участвует в международных инициативах по ядерной безопасности и устойчивому развитию. Он предоставляет площадку для Международного банка низкообогащенного урана под эгидой МАГАТЭ. Это усиливает его статус ответственного партнера. Кроме того, страна участвует в зеленых форумах, привлекая инвестиции от европейских и ближневосточных фондов для развития альтернативной энергетики. Такие шаги укрепляют имидж Казахстана как современного и стратегически важного энергетического игрока. Казахстан – это не просто территория между Россией и Китаем. Это стратегическая точка на энергетической карте мира. Уран, нефть, газ, возобновляемая энергетика – все это делает страну ключевым игроком на рынке ресурсов и климатических инициатив. Но главное – Казахстан делает ставку на нейтралитет, спокойствие и прагматизм. Это энергетическая Швейцария, Евразии. Здесь никто не кричит, но решения принимаются с расчетом на десятилетия вперед. Мир все больше смотрит в сторону стабильных и предсказуемых партнеров. Казахстан – один из таких. Здесь есть ресурсы, амбиции и поддержка международных институтов. И если вы следите за тем, как распределяется влияние на рынке энергетики, как большие державы выстраивают маршруты газа, нефти и атомной энергетики, то Казахстан – это страна, которую нельзя игнорировать.